Вы уверены, что ваш компьютер собран правильно и вы не допустили при покупке компьютера те 5 популярных ошибок, про которые я вам сейчас расскажу. Первое. Это покупать готовые сборки. Зачастую в магазинах собираются компьютера из самых дешевых комплектующих или из комплектующих, которые им нужно продать, и не всегда это есть хорошие сборки. И вот такая сборка готовая вам выйдет и дороже, и может работать хуже, чем то, что вы соберете сами, или если не разбираетесь в компьютерах, то попросите это сделать каких-то знакомых или специалиста, который этим занимается, но не заинтересованы при этом в продаже каких-то определенных комплектующих. Но самый лучший способ – это проконсультироваться с несколькими специалистами и, оценив все за и против, выбрать оптимальный вариант. Но это не касается тех сборок, которые сделаны самим производителем. Второе. Забыть о совместимости процессора с материнской платой. Если вы слабо разбираетесь в компьютерах, то вы можете допустить такую ошибку и заказать процессор, который не будет подходить к вашей материнской плате. Каждый процессор разработан под определенную платформу с сокетом, тобто с разъемом, в который он вставляется на материнской плате. И использовать процессор и плату с разными сокетами совместно невозможно. Третье. Не обратить внимания на VRM материнской платы, которая расшифровывается как модуль управления напряжением. Много лет назад для питания 4-ядерных моделей процессора хватало даже самых дешевых плат с простым VRM, а вот процессора с большим количеством ядер на таких платах обычно начинаются задыхаться. VRM не может обеспечить им высокие токи, из-за этого частота процессора под нагрузкой падает, или он вообще может не достичь своей нормальной частоты. В итоге процессор теряет заметную свою часть производительности, и кроме этого еще дополнительную роль играют радиаторы, которые установлены на VRM, которые на простых бюджетных моделях материнских плат просто отсутствуют. Из-за этого на пике работы своей VRM может перегреваться, что может также усугублять ситуацию со стабильной работой процессора на высоких частотах. Четвертое. Это не убедиться в достаточной мощности блока питания. Процессор – это одна лишь из компонентов компьютера. Помимо него энергию потребляет видеокарта, материнская плата, оперативная память и накопители. Из них складывается общая мощность, которую потребляет компьютер. И исходя из этого нужно подбирать правильный блок питания, потому что если его не будет хватать, то под нагрузкой компьютер может перегружаться или отключаться, или просто работать нестабильно, влетать в какие-то ошибки. И последний, пятый пункт – это не предусмотреть надлежащую систему охлаждения. Для достижения максимальной производительности процессора не менее важно иметь достаточную систему его охлаждения. Также это касается и видеокарт. Если она слишком слабая для рассеивания выделяемого тепла, то процессор будет перегреваться и троллить. Также пропускать такты с целью удержать температуру в допустимых пределах. Вместе с этим неминуемо следует снижение производительности. Но также может быть и наоборот. На бюджетную сборку, которая почти не греется, некоторые люди могут ставить мощную очень систему охлаждения, которая, во-первых, будет по цене соревноваться с самой ценой процессора, а также большое количество корпусных вентиляторов, которые будут создавать лишний шум, а также засасывать большое количество пыли в корпус, хотя этого вообще и не требовалось, так как процессор там, к примеру, не греется, а видеокарта вообще отсутствует. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.